Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой ажурный узор в виде бабочки. Узор очень интересный, красивый, и несмотря на то, что он формируется с лицевой и изнаночной стороны, в исполнении он достаточно прост. И если внимательно следить за исполнением, то справится даже начинающий мастер. Узор идеально подходит для большинства летних вещей, таких как платья, футболки, маечки, легкие кардиганы, так и для достаточно теплых. Я, к примеру, хочу связать себе на зиму жилет с таким узором из очень толстой пряжи. Приблизительно буду подбирать 100-150 метров в 100 граммах и на толстых спицах. Результат посмотрим. Но образец я отвязала из подобной пряжи. Мне очень понравился. Смотрится очень стильно и интересно. Стильно и женственно, скажем так, одновременно. Такие узоры мне очень импонируют. Но это все дело вкуса. Также будет красиво смотреться легкий шарфик или же палантин из кид-мохера, к примеру. Что хочу сказать по спицам. Я вообще отдаю предпочтение ажурные узоры вязать не очень толстыми спицами, но вот именно этот узор мне нравится в более таком рыхлом исполнении. Вот здесь у меня пряжа 250 метров в 100 граммах. Здесь полухлопок 50 на 50 с акрилом. И вязала я этот образец на спицах номер 5. В видео я буду вязать из такой же пряжи, то есть 250 метров в 100 граммах, но спицы возьму на размер меньше, номер 4. По итогу посмотрим, как эффектнее выглядит этот узор. Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Если же вязать его от горловины, он будет иметь вот такой вид. Может быть, не совсем бабочки, но однозначно интересно в виде каких-то цветочков, листочков. Ну, ассоциации мы оставим философам. Изнаночная сторона напоминает обычную изнаночную гладь на ощупь. Раппорт данного узора составляет 6 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Для провязывания образца вместе с вами я набрала 15 петель, так как буду провязывать 2 раппорта узора, чтобы показать все нюансы и переходы от раппорта к раппорту. Также 1 петля симметрии и 2 кромочные. Давайте начнем. Первый ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю. Далее идет накид от себя. 1 лицевую я просто переснимаю на правую спицу за первую дольку. Вот таким образом. Далее идет лицевая. 3 вместе лицевой со второй центральной петелькой. Для этого я переношу на правую спицу 2 первые петли. За работой левой спицей поднимаю первую и аккуратно перед работой вторую. И вот таким образом я их меняю местами. И провязываю все 3 одной лицевой. Вот таким образом. Так будут выполняться все провязывания 3 вместе петель в этом узоре. Далее идет 1 лицевая, и это я провязала раппорт узора. Повторяю еще раз. Накид от себя. 1 лицевую снимаю за первую дольку. Дальше лицевую провязываю. Провязываю 3 вместе одной лицевой со второй центральной петлей, вот таким образом.
и еще одна лицевая. Это я провязала раппорт узора. Петля симметрии здесь будет такая же, как первая в узоре, то есть накид и снимаю лицевой и кромочная петля. Петлю симметрии я здесь в данном случае провязываю, ну, во-первых, для того, чтобы узор получался по лицевой стороне симметричным, а во-вторых, когда я буду показывать изнаночную сторону, то здесь в начале и в конце ряда петли одинаковые, и тогда запутаться будет очень сложно. Итак, второй ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю. Накид от себя. И вот эту петлю вместе с накидом я переснимаю, вот как она есть у меня за первую дольку, на правую спицу. Далее я провязываю 3 изнаночные петли. 2, 3. Я закончила раппорт узора. Повторяю, накид от себя. Вот петлю вместе с накидом, как она расположена на спице, удобно переснимаю за первую дольку. Петелька у меня. Далее провязываю 3 изнаночными. Закончила вязать второй раппорт узора. Петля симметрии такая же, как первая. Накид и переснимаю петлю с накидом. И провязываю кромочную. В данном случае это изнаночная скрещенная. Третий ряд. Кромочная. А теперь у меня вот лицевая с 2 накидами. Сейчас я ее раскручу, чтобы было все видно. Вот лицевая и 2 накида. Я все эти 3 петли провязываю одной лицевой. Вот таким образом. Чтобы она смотрела ровно и красиво. Далее я делаю накид от себя. 3 вместе лицевой со второй центральной петлей провязываю таким же способом. Поменяла первую, вторую местами и все 3 провязываю одной лицевой. Далее делаю накид. Это я провязала один раппорт узора. Не удивляйтесь, в этом узоре количество петель в разных рядах будет меняться. Вот это мы видим сейчас на спицах, что сейчас у меня 4 петли раппорт, хотя набирала их 6. Но это все правильно, так и должно быть. Провязываю еще один раппорт. Вот петелька с 2 накидами, провязываю все это вот таким образом одной лицевой. Вот так оно должно выглядеть у вас. Далее идет накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Вот таким образом я их поменяла местами и провязала одной лицевой. И еще один накид. Это я провязала второй раппорт узора. Далее у меня идет петля симметрии. В данном случае это вот эта петелька с 2 накидами. Это петля симметрии у меня. Я просто ее провязываю лицевой, так как и первую. И ряд заканчиваю кромочной петлей. Если же вы вяжете по кругу, то, соответственно, петли симметрии у вас не будет. Четвертый ряд. Кромочная, 1 изнаночная, накид на себя, 3 изнаночные, накид на себя, 1 изнаночная, накид на себя, 3 изнаночные, накид. Это я закончила провязывать раппорт узора. Вот эта изнаночная, это петля симметрии и кромочная петля. Далее с 5 по 8 ряд
вяжется лицевой гладью. То есть в нечетных рядах 5 и 7 это лицевые петли, при поворотном вязании 6 и 8 изнаночные петли. Если по кругу, то все 4 ряда лицевыми петлями. Это я провяжу за кадром, потому что показать здесь нового вам мне нечего. Итак, я провязала 8 рядов. И вот такая первая бабочка у меня получилась. Да, кстати, забыла уточнить момент, что в 5 ряду, который я провязывала за кадром, все накиды провязывались лицевой петлей. Вот так. Дальше вторая половина раппорта вяжется точно таким же образом, только со смещением в пол раппорта. Я покажу, как начинать и заканчивать при поворотном вязании. Итак, 9 ряд, кромочная. Дальше по схеме вы видите 3 вместе лицевой. Но так как нет соответствующего накида, то в начале и в конце ряда, там, где на схеме обозначены 3 вместе, мы провязываем 2 вместе лицевой. В начале ряда с наклоном влево, в конце с наклоном вправо. Итак, 9 ряд, кромочная, которую я пересняла. И вяжу 2 вместе лицевой с наклоном влево в начале ряда. Далее у меня идет 1 лицевая, накид, лицевую переснимаю на правую спицу за первую дольку, так, чтобы первая долька смотрела на меня. Далее идет лицевая, 3 вместе лицевой со второй центральной петелькой. Здесь я делаю те же самые манипуляции, меняю первую и вторую петли местами, так, чтобы получилась у меня в итоге вторая центральная петля. Далее 1 лицевая, накид, снимаю лицевую, дальше идет лицевая и продолжаем вязание 3 вместе лицевой. Я же заканчиваю ряд, поэтому провязываю не 3, как по схеме, а 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом. И кромочной петлей заканчиваю ряд. 10 ряд, кромочная, 2 изнаночные, накид от себя, переснимаю петлю с накидом на правую спицу, нить остается у меня за работой, и провязываю 3 изнаночные. Дальше накид от себя, нить за работой, переснимаю 1 петлю плюс накид на правую спицу. И провязываю дальше по схеме 3 изнаночные. Я же заканчиваю ряд, поэтому я провязала 1 изнаночную и 1 петлю симметрии. Кромочной заканчиваю вязание. 11 ряд, кромочная, я ее просто переснимаю. Далее точно так же в начале ряда я провязываю не 3 вместе, а 2 вместе с наклоном влево. Накид. Вот эту петельку с 2 накидами провязываю как лицевую. Вот таким образом. Дальше накид. 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Первую и вторую меняю местами вот таким образом. Возвращаю все на левую спицу и провязываю все 3 петли 1 лицевой. Дальше накид. Петлю с 2 накидами провязываю 1 лицевой. Вот здесь, смотрите, иногда происходит вот такое закручивание. Просто аккуратно его все расправляйте, чтобы вы увидели, что вы поднимаете на спицу и не взяли ничего лишнего. Тогда все получится красиво и аккуратно.
вот таким образом. Далее накид, и по схеме идет 3 вместе. Так и вы продолжаете вязать то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия. Ряд же при поворотном вязании заканчивается 2 петлями вместе с наклоном вправо и кромочной. 12 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, накид на себя, 1 изнаночная, накид на себя, 3 изнаночные, 2, 3, накид на себя, 1 изнаночная, накид на себя, изнаночная. Я закончила провязывать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Далее 4 ряда провязываются лицевой гладью. Накиды в 13 ряду провязываются лицевыми петлями и при поворотном, и при вязании по кругу. За кадром я провязала с 13 по 16 ряд лицевой гладью. И вот что получились, какие вот бабочки у меня получились. Вот смотрите, этот образец более плотный. Он тоже очень интересно, вот так сделаю. Вот он тоже очень интересно смотрится. И думаю, что если вязать, к примеру, платье или сарафан, то, наверное, будет корректнее и эффектнее, если все-таки спицы не брать потоньше, нежели я рекомендовала в начале видео. Но это все опять-таки индивидуально и все дело вкуса. Надеюсь, узор вам понравился и вы обязательно что-нибудь себе свяжете. Всем легких петелек и до встречи на канале!